Ракетный удар вглубь России. Впервые за всю войну тревога звучит уже за 2000 километров от линии фронта. Удар орешником по Польше. Военная тайна Кремля раскрыта в прямом эфире. Россия объявила войну Европе. Путин ждет пересадки органов. Донор вас точно удивит. Этих данных не знал никто. Внезапная атака и ответный удар. Китай идет на беспрецедентный шаг. Жесткий ультиматум из Казахстана. Миллионы украинцев возвращаются домой. Об этих и других событиях к утру субботы 30 мая. Доброе субботнее утро, выходные начинаются, но события в мире не останавливаются ни на секунду. Главное, что нужно знать прямо сейчас, расскажет команда «Нехта» и я, Олесь Корниенко. В оккупированном Крыму почти полностью исчезло топливо на заправках. Короче, бензина нет нигде. Есть сотый по 110. И на этом все. Факт, о котором свидетельствуют многочисленные видео в соцсетях, пришлось признать и гауляйтеру Севастополя Михаилу Развожаеву. Сохраняются логистические сложности, причины которых известны. Сейчас на заправках сетей АТАН и ТЭС в наличии есть ДТ-Ультра, но не на всех станциях. Временно нет АИ-92 и АИ-95. Ожидаем в течение дня поставок топлива. Буду информировать дополнительно. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием. Кроме этой вызывающей не лучшие воспоминания путинской фразы, Развожаев добавил, что вопросы поставки топлива на Крымский полуостров на контроле Минэнерго России и Минтранса России. Но, к несчастью для оккупационной администрации и ее кураторов в Москве, вопросы поставок в первую очередь на контроле у украинских защитников. И контроль этот огневой. Главное управление разведки Украины отчиталось о том, как выжигает логистику врага на участках трасс между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. У Путина будет кое-что общее со свиньей. И это не ругательство, а медицинский факт. The Wall Street Journal пишет, что в России разрабатывают технологии продления жизни, а одной из целей программы называется выращивание запасных органов для человека внутри генетически модифицированных свиней. На программу уже выделены десятки миллиардов долларов. Ученые работают над генной терапией, которая должна замедлять старение, а также над биопечатью тканей и органов. По данным издания, особый интерес к этим проектам проявляет 73-летний Владимир Путин, который не раз публично рассуждал о возможностях продления жизни и даже бессмертия. Среди задач программы создание технологий замены человеческих органов уже к 2030 году. Курирует направление дочь Путина Мария Воронцова и глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, которому с его экстравагантными идеями хозяин Кремля сильно прислушивается. Да, я боюсь предоставлять слово Михаилу Валентиновичу, потому что, чего бы он ни говорил, в конце концов, окажется, что он прав. Как думаете, сколько нужно прожить Путину, чтобы увидеть взятие Малой Токмачки? Или скамья подсудимых в Гааге более реально? После попадания российского дрона в жилой дом румынского галатца власти страны перешли к жестким мерам. Президент Румынии Никуш Эрдан объявил дипломатического представителя Москвы в Константе персоной нон-грата, а генконсульство РФ в этом городе будет закрыто. И вся ответственность за этот инцидент лежит на России, стране, которая более 4 лет ведет агрессивную войну против Украины. А вот Путин ушел в несознанку. Вопрос его любимого пропагандиста Павла Зарубина, хозяина Кремля, заметно разозлил. Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон? Многие это никто. Конкретно имена. Поиграв немного в Костю Сапрыкина, Путин начал прямо намекать на то, что беспилотник, залетевший в Румынию, был украинским. В результате удара по галатцу пострадали 2 человека, но еще у одного случился припадок. Речь о бывшем президенте России. Дмитрий Медведев разразился оскорблениями в отношении европейских лидеров.
Евроимпотенты разорались по поводу попадания некого беспилотника в румынский жилой дом. Всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему. Европейские государства – прямые участники войны с Россией. Да, они воюют руками бандеровцев, но какая нам разница? Кроме оскорблений, Дмитрий Медведев выдал еще и порцию угроз. Поэтому пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд б***ских формирований. Так что завалите это пока цветочки. А вот один из самых злобных сотрудников Владимира Соловьева, Сергей Карнаухов, похоже, выдал военную тайну. Буквально несколько дней назад он призвал атаковать Румынию. На это высказывание обратили внимание после того, как российский беспилотник на самом деле ударил по многоэтажке в Галаце. Логистические центры будут в Румынии. С цыганами разберемся. Там уже будет проще. Цыгане точно никуда не пойдут. Но на этом кремлевский пропагандист не остановился и призвал ударить по Польше. То, что мы не можем нанести удар по Жешеву, я считаю, это наше большое недоразумение. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все. И просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, п***ки? Москва все жестче давит на Ереван, причем Кремль втянул в кампанию против Армении и страны Евразийского экономического союза. Они фактически потребовали от страны определиться: либо движение в сторону Евросоюза, либо участие в ЕАЭС. В совместном заявлении по итогам саммита в Астане говорится, что курс Армении на сближение с ЕС создает риски для экономической безопасности Союза. Более того, вопрос о возможной приостановке участия Еревана в ЕАЭС планируют обсудить уже в декабре. Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в, возможно, короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. По сути, Армении предлагают сделать выбор между двумя интеграционными проектами. Военные расходы съедают российский бюджет быстрее, чем его успевают наполнять. Financial Times пишет, что Минфин России предлагает заморозить почти 3 триллиона рублей расходов по всем направлениям. Глава ведомства Антон Силуанов предупредил правительство: уже к апрелю дефицит бюджета разросся до почти 6 триллионов рублей. Это в 1,5 раза больше, чем власти планировали на весь год. Чтобы закрыть растущую дыру, Минфин предлагает затянуть пояса не только сейчас, но и на несколько лет вперед. Под сокращение могут попасть расходы на триллионы рублей вплоть до 2028 года. Правда, как вы, наверное, догадываетесь, будут резать все, кроме расходов на войну и силовиков. А рейтинг Путина снова пошел вниз, и это произошло даже после того, как Государственный ВЦИОМ изменил методику своих опросов. По последним данным, работу хозяина Кремля одобряют только 67,5% россиян. Это почти на 2 процентных пункта меньше, чем неделей ранее. Одновременно выросла доля тех, кто действиями Путина недоволен. Падение рейтингов началось еще зимой на фоне роста цен, повышения налогов и перебоев с интернетом. За первые месяцы года уровень поддержки просел настолько сильно, что ВЦИОМ впервые за долгое время решил скорректировать методику подсчета и добавить поквартирные опросы к телефонам. Но даже после этого эффект оказался недолгим. Издание Moscow Times цитирует по этому поводу бывшего спичрайтера Путина, социолога Аббаса Галямова. В действительности опросы, указывают на соотношение числа тех, кто боится и не боится говорить социологам правду о своем отношении к президенту. Как думаете, какой рейтинг зафиксировали бы социологи у Адольфа Гитлера в апреле 1945 года? Миллионы украинцев вынуждены находиться за границей своей родины. Впервые более точную цифру назвал министр иностранных дел страны Андрей Сибига. По его словам, речь идет о 8 миллионах человек. Для нас это действительно становится уже вызовом в сфере безопасности.
Мы прямо заявляем, что будут приняты необходимые меры, разработаны необходимые шаги, чтобы стимулировать или создать надлежащие условия для возвращения украинцев домой. Повернення українців додому. По словам Сейбиги, Киев вместе с международными партнерами работают над тем, чтобы создать условия для возвращения сограждан. Главным условием министр назвал, конечно же, безопасность. Пока продолжается война, говорить о массовом возвращении людей преждевременно. Но подготовка к этому процессу уже идет. При этом Сейбига признал реальность. Не все европейские страны заинтересованы в отъезде украинцев. За годы войны миллионы людей стали частью местных рынков труда и экономики. Китай готовится к худшему сценарию. Как пишет Reuters, в пустыне Синьцзяна коммунистические власти возводят огромную сеть укрепленных объектов рядом со своими ядерными шахтами. Спутниковые снимки показали десятки новых площадок для ракетных комплексов, защищенные бункеры, склады, аэродромы и узлы связи. По мнению аналитиков, вся эта инфраструктура нужна для одного – гарантировать ответный ядерный удар даже в случае внезапной атаки по Китаю. Эксперты называют масштабы строительства беспрецедентными, а Пентагон тем временем прогнозирует, что уже к 2030 году Китай может иметь около 1000 ядерных боеголовок. Сейчас их, по разным оценкам, уже не менее 600. По сути, мир наблюдает новую ядерную гонку, и если раньше главным противостоянием были США и Россия, то теперь в этот клуб все увереннее входит КНР. Пока Карнаухов призывает ударить орешником по Польше, Украина, похоже, ударила по заводу, производящему детали для других российских ракет. В Чебоксарах власти объявили ракетную опасность, но не помогло. В городе, находящемся за 1000 километров от границы с Украиной, прогремела серия взрывов, а местные жители опубликовали кадры дыма над городом. Пока официальной информации о последствиях немного, но известно, что в городе расположены предприятия, которые выпускают компоненты для российской военной техники и вооружений. В частности, там находится завод, связанный с производством электроники и деталей для ракетных комплексов «Искандер», а также беспилотников типа «Шахед», которые Россия регулярно использует для ударов по Украине. Но неспокойно было и в ряде других городов государства-агрессора. Ракетная опасность впервые дошла до Ямала. А для жителей таких далеких регионов, как Свердловская, Челябинская, Тюменская области и Пермский край, СМС-ки о возможном обстреле уже становятся привычным делом. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся вечером.